Всем привет! Сегодня второй урок по пошиву нарядного платья для мамы. Вот такое платье мы сегодня будем шить непосредственно кардиган с рукавом. А для этого был отшит макет. Известно, какая пройма, посмотрите. Я специально ее выложила и обрезала, как она должна быть в готовом виде. Укладываем лист бумаги и переводим ее на бумагу. Для чего я это делаю? Для того, чтобы понимать, в какую пройму мне нужно всадить рукав. И перечерчиваю ее. Это очень важно. Боковой уточняю. Вот. И точно так же делаю со стороны спинки. Это правильная уточненная пройма. И на основании этой проймы, зная точку 1, эта точка находится на передней половинке, и точку 2, она находится на задней половинке, разница между ними где-то сантиметра 2, это точка 1, точка 2. Вот эта пройма. Мы строим рукав. Можно поставить как рукав с посадкой. Можно построить рукав без посадки, по вашему желанию. Я не буду показывать в этом видео, как строится рукав, потому что у меня на канале, в плейлисте есть построение рукавов. Их очень много. Главное, нужно знать длину проймы по переду, длину проймы по спинке, общую длину, и вы легко справитесь с построением. Как я уже говорила в первой части, для того, чтобы шить кардиган и платье, я сделала макет, померила. И вот теперь полностью разрезала по всем линиям, отметила, какой длины должен быть кардиган на платье одеваться. Вот у меня есть нижняя часть, передняя часть 70 сантиметров, а нижняя часть 80 сантиметров. Вот отметил. И теперь с помощью вот такого шаблончика макета я уложу на ткань и буду вырезать. Разница только в том, что по боку я чуть-чуть расширю, сантиметра на 2, чтобы кардиган был пошире. И все. Шить мы будем из кружева. Посмотрите, какое красивое кружево. И вот я с чем столкнулась, с какой особенностью, что при накладывании лицо с лицом вот этот срез не совпадает. То есть выпуклость попадает в вогнутость. И для того, чтобы это было красиво, и чтобы это было симметрично, скорее всего, я сейчас разрежу посередине и сделаю смещение, потому что по-другому никак. Как я буду выкраивать? Я уложу свою заготовку. Вот я здесь отметила, как должно идти срез. Вот укладываю. И вырезаю с небольшой прибавкой. Посмотрите, вот опускаю, укладываю. Выточка такая же, может быть чуть-чуть меньше, я ее сделаю. И по боку оставлю, здесь просто мел не видно, оставлю с каждой стороны где-то по 2 сантиметра. И ближе к бедрам сделаю шире. Просто сделаю шире. И все. А все остальное по пройме немножко шире сделаю и чуть-чуть шире плечо. Буквально на 1 сантиметр. И выкройка будет готова. Я решила сделать так. Посмотрите. Отрезала по линии. Теперь раскрыла выточку вниз. Здесь будет просторненько. И чуть-чуть закрыла выточку вот эту, потому что она уж слишком большая для кардигана. И теперь я вырежу согласно вот такой раскладке макета. То есть вот так буду отрезать и здесь добавлять
по 1,5-2 сантиметра. И этой ширины точно хватит для красивой посадки. Точно так же делаю со стороны спинки. Выточки на спинке не будет. А рукав построю на основании проймы, как показывала. Спинку я точно так же сделала. Разрезала по спинке и отвела в сторону. Это длина. Вот что это получается. Выточку здесь я буду игнорировать. Просто приподниму немножко вверх и срежу этот участок. Все, вырезаю. Так выглядят выкроенные детали со стороны изнанки. Вот это лицо. Обрабатывать швы, скорее всего, я буду косой бейкой из сетки. Вот, может быть, оверлок. У меня хороший оверлок, но я боюсь, что будет колоться, поэтому буду искать варианты, о них обязательно расскажу. И вот уже на основании полученных пройм, здесь сначала я уже выточки, посмотрите, вот выточки. Основание полученных пройм я сделаю рукав и вточаю рукав. Можно его даже втачивать в открытую пройму, соединить по плечу сначала, обработать косой бейкой из сетки, вот так. Оставить место для того, чтобы обработать косой бейкой спинку. Сетка полупрозрачная, поэтому, скорее всего, именно ее я буду использовать. А потом в открытую пройму вточаю рукав и все швы также обработаю. Низ тоже, скорее всего, будет косая бейка, подвернута и настрочена полупрозрачными нитками. Думаю, такая будет технология. Вот что предварительно получается. Еще не выкроены рукава, потому что сам кардиган я не примерила. Хочу определиться с шириной плеча. Ну и задумка вот такая. Так это выглядит. Ну, конечно, манекен 54 размера, не 60-го. Но что-то все равно уже видно. Продолжаю шить. Детали кардигана вырезали, соединили по боковым, естественно, выточки. Стачали, примерили уже, уточнили пройму. Теперь мы обрабатываем все швы. Посмотрите, как я обрабатываю шов. Это фатином, потому что если не обработать, то колется. На оверлоке тоже колется. Поэтому принимаем решение обрабатывать именно так. Как это делать? Берем, вырезаем фатин шириной где-то 3 сантиметра и укладываем под машинку. Сейчас я покажу. И все швы обрабатываю именно так, больше показывать не буду. Перед нами горловина. Горловину буду обрабатывать точно так же. И потом весь этот окантованный край заворачиваем и настрачиваем по лицу. Вот. А сейчас покажу на плечевом. Вот у меня плечевой не обработан. Укладываем фатин. Сначала с одной стороны. Можно вырезать его шире, сложить пополам, но просто он тогда более белый, и его виднее с лица видно. Поэтому я все-таки в один слой. И притачиваем по краю фатин. Вот. Теперь переворачиваем полностью на изнанку. Здесь делаем подворот. Можем немножко обрезать шов, чтобы был не такой толстый, чтобы потоньше была работа. И теперь настрачиваем в край. Для этого чуть-чуть подрезаем шов. Вот. Аккуратно заворачиваем и даем строчку.
то есть окантовываем. Точно так же можно делать, если у вас есть, ну, полупрозрачных не бывает, к сожалению. Клеевым материалом трикотажным тоже также можно обработать. Но у меня особенность, у меня прозрачная вещь, поэтому приходится фатином. Все, обрезаем краешек. И вот такая получилась прозрачная обработка. С лица ее совершенно не видно. Посмотрите, видите? Очень симпатично получается. Нет никакого верлака и колоться тоже не будет. Таким способом обрабатываю все швы. И боковые, и когда буду вшивать рукав, все буду обрабатывать таким способом. Сейчас обрабатываю горловину, и в этом случае складывайте пополам вот эти 3 сантиметра, делайте тоненький шов, вот так. То есть способов очень много. Пришиваем по горловине. Аккуратно вот сюда немножко выпускаем фатинчик. Теперь рассекаем горловину в некоторых местах. Вот, теперь фатин отворачиваем и даем строчку в край, то есть растрачиваем. И потом только будем заворачивать наизнанку. Вот так аккуратненько. Строчку с этой стороны, которая выступает, можно подрезать. Если у вас тоненький край, то подрезать не обязательно. Вот так отворачиваем. Кто не умеет, просто заутюживает или заметывает. Я имею в виду ровно строчить. Все, теперь вот эти уголочки нужно подогнуть. А теперь и с этой стороны. А теперь отворачиваем и настрачиваем либо по изнанке, либо по лицу, закрепляя окантовку. Желательно это делать полупрозрачными нитками или нитками в цвет. Вот так все аккуратненько. Обработка получается тонкая, люксовая. Заворачиваем аккуратно. Доходим до шва и ставим закрепку. Вот что с лица, с изнанки получается. Все тоненько, аккуратно. И с лица вообще ничего не видно. Что и требовалось достичь. Так как пройма уточнена, мне достаточно сложить ее вот аккуратно. И для того, чтобы построить рукав, мне нужно знать высоту оката. Как его определить? Нужно от верхней точки до нижней точки, только с учетом шва. У меня получается где-то 23. Вот, и отнимаем 2-3 сантиметра, так как полная рука. И строим по той же самой методике, по которой я всем рассказываю. У меня 2 или 3 способа на канале. Смотрите, пожалуйста, построение одношовного рукава. Здесь выточка будет переведена вниз. Вот, для того, чтобы рукав был похож на двушовный.
И вырезаем и втачиваем обычным способом. Решила все-таки быстрым способом показать вам построение рукава. Вот если вы знаете высоту оката, я вам показывала, как отнимаете 2 сантиметра. У меня получилось 20 сантиметров вот это расстояние. А вот здесь у меня обхват руки 37. И я его дотянула до 5 сантиметров, прибавку сделала, чтобы рукав был не широкий и не узкий. Вот, ровно пополам отложила. Теперь эти части тоже поделила пополам и подняла вверх. Теперь это спинка, это полочка. Этот участок поделила пополам, поставила точку и соединила ее с точкой 2. Это с чертежа. Мы берем с чертежа, который строили. А вот эту точку 1 по переду участок делим пополам и добавляем еще 1,5 сантиметра. Тоже соединяем. И вот в этом месте мы делаем головку от руки. Вот. И здесь тоже я делаю от руки. Так я быстро черчу рукав по пройме. Конечно, нужно обязательно промерить. И если у вас не совпадает, а я хочу не сильно посадочный рукав, а практически беспосадочный, вы можете немножечко вот здесь уменьшать окат рукава. Вот, ширину рукава лучше не трогать, потому что не пролезет. Только окатом рукава. Внизу, смотрите, я сейчас, да, видно. На этом месте здесь локтевая выточка. Если ее закрыть, как ее строить, я показывала, на где-то 0,7 сантиметров в одну и в другую сторону. И открыть вниз, то она открывается вниз. И получается вот такой вид рука. Теперь вырезаю и выкраиваю из своего кружевного полотна. Так выглядят собранные рукава. Конечно же, все швы я окантую, но просто еще будет примерка. Не забываем стачивать локтевую выточку, которая направлена вниз, и заутюжить и закрепить ее по низу. Я мерила, вроде бы очень удобно. Вот, теперь я их вметываю в пройму обычным способом. Чуть-чуть припосаживаю, но посадки большой не должно быть. Для тех, кто будет строить этим способом рукав, посмотрите, какая посадка. Ее практически нет. Вот. Я ничего не меняла. И у меня получился замечательный рукав. Я сейчас просто его вметала для примерки. И вот так он выглядит. На мой взгляд, очень-очень хорошо. А с этой стороны застроченная локтевая выточка. Вот так. Пока до примерки, естественно, я не буду ничего обрабатывать. Обработала боковые, смотрите. Обработала низ, точно так же, как горловину. Точно так же. Сейчас все приутюжу. Вметаю второй рукав. Ну и, конечно, будет примерка вторая. Все. Практически готово. Итак, кардиган готов. Хочу показать уже вшитые рукава, обработанные косой бейкой из фатина. По низу тоже, везде фатин, боковые. Так выглядит рукав по низу. На самом деле шить его несложно. И мне кажется, справится любой, ну, по крайней мере, тот, кто умеет пришивать косую бейку. Вот, уже в полном образе вы увидите его с платьем на модели. Так он выглядит в сложенном состоянии. Размер большой, поэтому не совсем может быть видно. Если информация, которую я вам сегодня давала, была для вас полезной, обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всем творческих успехов!